Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. В этом видео я хотел бы поговорить с вами о новом боссе в событии Кирольский кризис. Сразу хочу сказать, и, наверное, многие мои подписчики заметят и в комментариях напишут, что я не очень люблю это событие, не люблю делать какие-то обзоры на нововведения в данном ивенте, потому что раньше это событие было весьма нудным, скучным, я его просто постоянно хейтил жестко. Сейчас же разработчики видоизменили это событие, оно в принципе сносно и неплохие награды, проходить нужно всего лишь по одному разу босса, а не как раньше по 3 раза каждого, и сейчас вводят новых боссов, и в целом мне понравился последний, это Декар, которого завезли с последним наступлением этого ивента. Чем он мне понравился? Во-первых, интересная механика у этого босса, во-вторых, мне очень понравилась анимация, но правда, это совершенно другой уровень прорисовки, это совершенно другие, наверное, работы на сегодняшний день в игре Rise of Kingdoms от тех, кто рисует. То есть художники сейчас, мне кажется, либо поменялись, либо поменяли как-то немножко свое мировоззрение на прорисовку. Если мы возьмем, например, Кейру и посмотрим на нее, посмотрим на анимацию, когда мы ее проходим, и возьмем Декара, это совершенно две разные вещи. И мне он действительно очень понравился. Поэтому в этом видео хочу немножечко поговорить о нем, рассказать, как его пройти. Многим он показался очень сложным, для меня он не показался сложным, прошел его вчера на стриме со второй попытки на рандоме, первый просто посмотрел, что к чему, тема подобралась не очень, вторая попытка, все быстренько прошли. Нужно, в принципе, понимать несколько механик, которые позволят быстро его пройти, и действительно он очень красивый, очень классный, поэтому давайте попробуем же разобраться, и после того, как посмотрим на его навыки, я быстренько попробую на рандоме пройти данного босса и показать, в принципе, наглядно, как он проходится. Так, давайте перейдем к его навыкам. Первый навык дает нам 2000 урона при трате 2500 ярости у босса. В принципе, тут достаточно все понятно. Мы так просто бегло пройдемся по навыкам. Далее второй навык случайным образом накладывает на все ваши отряды метку огня или молния. Навык срабатывает не чаще раза в 80 секунд. Что это значит? Вешаются тотемы на отряды игроков, и они могут быть разными. То есть либо огонь, либо молния. И дальше будет в навыках определенная синергия, либо биполярность именно этих меток, которые будут влиять на процесс прохождения босса. Третий навык. Войска с одинаковой меткой получают плюс 20% к атаке на 5 секунд, когда находятся рядом. Усиление может накапливаться до 1 раза и срабатывает до 1 раза каждые 6 секунд. То есть каждые 6 секунд будет прорабатываться вот эти плюс 20% к атаке на игроков, которые находятся рядом с одной меткой. Далее, войска с разными метками, оказываясь рядом, вызывают ударную волну, которая наносит прямой урон всем отрядам поблизости. Множитель урона 2000, эффект может срабатывать также каждый раз в 6 секунд. Что, в принципе, это значит? Это первый момент, как проходит этот босс, нужно с разными метками находиться в разных местах, потому что если вы будете с одинаковыми метками находиться в одном месте, вы будете получать очень-очень хороший урон, и проходить этого босса будет сложно. Это вот первое, так скажем, правило. Далее. Следующий навык. Декар меняет местами метки у 2 случайных отрядов через определенный промежуток времени. То есть, если вам вначале повесили молнию, то вы все равно должны поглядывать, потому что через какое-то время у вас может появиться все-таки огонь. То есть, ваша метка поменяется, поэтому за этим нужно наблюдать. Следующий навык. Декар очерчивает постепенно растущую зону предупреждения и призывает 2 стражей в центре поля боя. Когда все стражи погибают или зона достигает максимального размера по карте, она взрывается, нанося урон всем отрядам внутри нее. Множитель урона равен 25 тысяч. Также умноженный на число стражей плюс 1. Что значит? Когда эта зона начинает расти, когда появляются стражи, их желательно убить, потому что каждый страж, который будет находиться, как я понимаю, на этом поле, будет давать еще умножение на вот этот урон. Поэтому их нужно максимально быстро загасить, чтобы меньше получать урона. Далее, 3 секунды раз в секунду, очень интересное описание, 3 секунды раз в секунду, прям как я обычно разговариваю на стримах. Наносит прямой урон, множитель урона 15 тысяч всем отрядам выбранной области внутри зоны предупреждения. Зона перемещается
зона перемещается 3 раза. Этот навык, скорее всего, это клетки, которые появляются на карте. Я вчера, причем когда проходил этого босса, даже не читал навыки, как-то интуитивно просто по анимации разобрался, как он проходится. Это шахматные клетки, которые меняются местами. То есть именно в зоне поражения также не нужно находиться, нужно просто с этой клетки переходить на пустую. После того, как взрывается клетка, с которой вы перешли, которая выделялась областью, они меняются местами, и вы с пустой заходите уже опять на пустую. То есть они меняются 3 раза. В принципе, достаточно все просто и понятно. На клетках, которые у нас агрятся, подсвечиваются зоны поражения, находиться просто не нужно. Здесь все просто. Далее. Наносит по выбранной области отложенный урон разных типов, множитель 25 тысяч, наносит урон 4 раза. Ну, то есть, опять же, определенная область, в которой будет носиться урон, просто нужно следить за картой, где будет прорисовываться зона поражения. В принципе, нужно уходить с этим боссом. Это вот второе правило, после того, что не нужно находиться с разными метками в одном месте, это просто следить за картой и уходить от того сплэша, который выкидывает этот босс. И последний навык после 600 секунд битвы весь наносимый урон увеличится на 10 тысяч %. Ну, соответственно, если вы за 600 секунд не прошли, он быстренько всех разложит, и вы босса не пройдете. В принципе, первое правило — не находиться с одинаковыми метками в одном месте. Второе правило, давайте скажем так, следить за зоной и не находиться в зоне поражения. Также сюда плюсуем работу со стражами, то есть когда появляются стражи, их нужно убрать, чтобы меньше получать урона, либо не получать его вообще, если вы уйдете с зоны. И третье правило — это то, что ваша тима должна просто делать то же самое и понимать, что вы делаете. Вот 3 правила, как пройти этого босса. Что касается тимы, лучше, конечно, проходить с ребятами, с которыми вы уже сыграны, то есть с которыми вы обычно проходите других боссов, но бывает так, что вам приходится пройти на рандоме. Времени нет набрать команду. И вот как раз-таки это третье правило. Все зависит от команды. Если команда хотя бы интуитивно понимает, что делать, да, даже если не проходила этого босса или вы с ней не сыграны, то в целом все будет хорошо. То есть все зависит от команды. В принципе, по описаниям все. Давайте я сейчас попробую его пройти на ваших глазах. Пересел я в другой угол экрана, в привычный, потому что до этого пересаживал, чтобы не закрывать вам навыки Декара. И сейчас, в принципе, давайте на рандоме попробуем пройти этого босса. Если там будет много попыток, я вам, в принципе, скажу, с какой попытки мне удалось его пройти. Не буду, естественно, все это в видео оставлять. Что по навыкам? Беру себе танка, беру, соответственно, себе 2 навыка на хил, потому что в случае получения большого сплэш урона, здесь его на изи можно заловить, я смогу отхилиться и дальше продолжать. Связку, ну, не знаю, возьму что-нибудь пехотное, возможно, Гунь Лео, либо Алекс Чок. В принципе, все с нормальным уроном. И, в принципе, наверное, Алекс Чок, потому что они двигаются побыстрее. А здесь нужно максимально, соответственно, передвигаться быстро. Так, поехали. Можно поставить вот так метку. Вот так вот, чтобы огонь двигался туда. Когда мы метки получим, а молнии стояли, ну, в другом месте. Так, вот, в принципе, все логично. Все отлично. Red здесь. Blue тут. И начинаем потихонечку пушить. Вот этому пареньку бы только чуть подвинуться, чтобы еще тотемами не пересекаться. Так, пока все ровно. Тотемы появились. В принципе, вот ребята сейчас пошли. Всем за ними бежать не нужно. Вот эти двое точно его сольют. И вот это, в принципе, должен успеть. Потому что на full хп он убивается достаточно просто. Страж, вернее. И здесь рисуется зона урона. Сейчас мы из нее уходим. Так, все, тотем убили. Сейчас он сплэшанет по этой зоне. Но, в принципе, там будет не критичный урон. Если под него попадешь, без стражей, в принципе, ничего страшного. Вот этому товарищу нужно подвинуться. Окей, все хорошо. Пока все ровненько. Сейчас следующий этап будет. Вот это будет самое
дрянь. Это вот эта часовая стрелочка, по которой мы будем... Так, здесь поменялись немножко тотемы, надо разойтись. По которой нужно двигаться и не получить... Вот, наверное, здесь самый большой сплэш-урон, который действительно, ну, типа, может тебя очень быстро вывести из строя. Так, 30% слили ему. Вот, начинается стрелка. Начинаются вот эти вот заполнения зоны, где будет вылетать в первую очередь урон зеленый вот этот. Сразу передвигаемся. Вот этому парню нужно двигаться. Я понимаю, что он ловкий, смелый, сильный, умелый. Так, я словил сплэша, ну окей. Приемлемо. Для этого у меня есть хилка, все в порядке. Вот за этим действием нужно наблюдать внимательно и стараться переходить. Ну, не стараться, а так нужно делать обязательно. Так, давайте поменяемся. Вот так вот. Так, и следующий этап, это вот эти шахматы, с них тоже нужно уходить, ребята. Они наносят, в принципе, неприятный урон, поэтому лучше отбегать их. По-моему, 4 раза они появляются, просто с клетки на клетку переходим и, соответственно, избегаем получения урона. А он не избежал. Ну, может быть, ребята с хилками, типа, все у них ровно. Так, здесь отстрелялись. А, да, кто-то хилит не слабо, поэтому вроде все ровно. Здесь хилы, в принципе, важны. Вот, но реально навыки с хилами, они очень важны. Ты очень легко можешь, ну, типа, просто попасть под сплэшак, словить хороший урон, и хил тебя просто действительно вытащит, и ты спокойненько дальше отыгрываешь данного босса. Так, что у нас дальше? Опять часовая стрелка. Сразу начинают, ребят, прорисовываться вот эти вот направления, куда будет удар наноситься. Я предпочитаю убегать заранее, потому что очень быстро они начинают переходить с клетки на клетку. И я иногда не успеваю. Вот как сейчас, например. У меня есть хилка. И все ровненько. Так, один у нас слился, по-моему, но 35% в целом приемлемо. А, нет, вроде все на месте. Нет, одного не хватает. Так, появились тотемы. Ребята побежали. В принципе, давай побежим вместе, потому что сейчас у тебя не full хп, может быть... Не, ну ты, в принципе, должен успеть. Вот там, возможно, не успеется, но у нас разные метки, и, соответственно, я туда не побегу, потому что мы просто друг друга будем бить. Так, все, хорошо убил, красавчик. Все, уходим со сплэша. И продолжаем. 28% осталось. Пока идем неплохо. Один у нас минуснулся. Естественно, будет следующая опасность, это когда начнется опять эта стрелочка крутиться. Но постараемся. Ой-ой-ой, это мой косяк или не мой? Ну, не суть. Тотемы поменялись. Есть такой моментик, что очень много... Так, крутится в эту сторону, значит мне надо сюда идти. Мы с разными тотемами, но... Деваться не... Ой-ой-ой. Да, не, все нормально. Так, 22%. Очень много передвижений, поэтому смотреть нужно прям, ну, внимательно. Если ты не хочешь потратить добрые несколько часов на прохождение данного ивента, то лучше внимательно отыграть.
В принципе, вот сейчас, ну, на рандоме попалась команда достаточно добрая. То есть я каких-то прям больших там нареканий, ну, не могу сказать. Я и сам подкосячиваю, но, типа, косячу там, знаю, где что я более-менее все исправлю. То есть хилку взял и знаю, что если я где-то поймал сплэш, ну, как бы это может быть просто лаг, просто заболтался, когда записываешь видео, то все это можно исправить. По этим шахматам несложно перебегать, но тем не менее нужно смотреть. Так, 17%. В целом пока держимся. Главное еще уложиться во время, потому что у этого босса повысится атака жестко, и мы все развалимся. Ну, в принципе, как и на всех боссах. Так. %. Начинается у нас стрелочка. Так, отыграли хорошо стрелочку. Так, ага, смена меток. Разобрались. 9%. Главное успеть. Удачно достаточно я встал, что можно наносить урон без опасности большой. Отлично. Так, 5%. Ну давайте, ребятки, нажимаем. Будет прикольно, если с первой попыточки на рандоме. 2%. Есть. Есть, ребята. Первая попыточка на рандоме. В принципе, все наглядно показал. Все было видно, что происходило. Один у нас минуснулся, и мы четвером дотащили это дело. Поэтому вроде бы все ровненько. Вот такой босс. Ребят, босс действительно интересный. На этом буду заканчивать. Надеюсь, это видео вам поможет вот по тем действиям, которые я выполнял, параллельно комментировал, проходить этого босса, получать награды и получать в первую очередь удовольствие, потому что он достаточно интересный и, самое главное, красивый. А мы все-таки влюблены в игру Rise of Kingdoms отчасти из-за того, что она очень красивая. С вами был Фриги Викинг, всем хорошего настроения, скоро увидимся.